Поразительно, как много фанатов предпочитают сосредотачиваться на всем, кроме самого очевидного. У Тэхёна и Чингука так много моментов, жестов, слов и действий, которые легко могли бы подтвердить идею реальных отношений между ними, моментов, которые не являются результатом фантазийных теорий или манипулятивного монтажа, а основаны на общеизвестных фактах, а в некоторых случаях даже признаны самими фанатами. Тем не менее, многие цепляются за неподтвержденные слухи, за истории, вырванные из корпоративных сценариев, или за вымышленные отношения, созданные скорее для отвлечения внимания, чем для реальности. Многие делают это, потому что верят, что, поддерживая эти сфабрикованные истории, они могут проецировать свои собственные фантазии, как будто, отрицая любую связь между Тэхёном и Чингуком, они каким-то образом могут приблизиться к мечте, которая на самом деле невозможна. Поскольку проще отвернуться, чем смотреть правде в глаза, фанаты продолжают выбирать ту версию, которая позволяет им продолжать мечтать, даже если это означает отрицание того, что Тэхён и Чингук демонстрировали снова и снова. Самый очевидный пример того, как многие предпочитают игнорировать эти реальные, запечатленные на камеру моменты, произошел на церемонии награждения, когда Чингук начал раздражать Тэхёна спонтанным и преднамеренным образом. Чингук постукивал своими кольцами по металлическому каркасу стула, издавая сухой, повторяющийся звук, в то время как Тэхён пытался сосредоточиться на своем выступлении на сцене. Сначала было легко истолковать постукивание как проявление скуки, что-то, сделанное неосознанно. Но через несколько минут постукивание перестало казаться случайным. Чингук начал делать это громче, чаще и ближе к Тэхёну, пока это явно не стало раздражающим. Тэхён, пытаясь сосредоточиться, наконец, не выдержал, и когда он повернулся, чтобы попросить его остановиться, Чингук не только бросил на него предупреждающий взгляд, но и мягко толкнул его руку, чтобы прекратить шум. В тот момент любой ожидал, что Чингук остановится. Но интересно было то, что даже после предупреждения Чингук продолжил, еще более настойчиво, словно делал это специально, чтобы привлечь внимание Тэхёна. Поэтому, когда Тэхён, совершенно измотанный, снова повернулся, чтобы остановить его более решительно, и указал рукой на определенную часть тела Чингука, Чингук отреагировал мгновенно и перехватил руку Тэхёна, прежде чем она успела коснуться его. Этот жест вызвал между ними небольшой игривый обмен репликами, слишком естественный и слишком комфортный, чтобы считаться неловким. Чингук не расстроился, не отстранился, не стал защищаться. Он просто ответил на жест, как будто подобные взаимодействия были для них обычным делом. И только после нескольких секунд поддразнивания он остановился. Эти моменты говорили сами за себя. Никакие слухи, теории или домыслы не могли сравниться с таким очевидным, запечатленным на видео, публичным поступком, настолько отражающим их отношения. Это было нетипичное поведение между простыми друзьями, особенно в такой официальной обстановке. И самое главное, такое поведение Тэхёна было неестественным, а Чингук, ничуть не смутившись, ответил своей обычной заботой и близостью. Это было такое доверие, которое многие предпочли бы не видеть, хотя оно явно присутствовало. Нечто подобное произошло, когда Тэхён буквально сел на колени Чингука во время перелета из Кореи. Нельзя отрицать, что этот момент стал поворотным для многих в их восприятии их отношений. Можно верить любым теориям, которые появляются каждый день, но ни одна из них не может стереть то, что они сами продемонстрировали во время того частного перелета, который они совершили после целой недели, проведенной вместе в Корее, совершенно наедине. То, как Тэхён прижался к Чингуку спиной, передало уровень доверия и комфорта, который невозможно было подделать. И сам Чингук ничего не пытался скрыть. Он, казалось, был рад близости Тэхёна, как будто такой контакт был естественной частью их отношений. Сам момент говорил громче любых слухов. Их взгляды, улыбки и непринужденность в общении передавали больше смысла, чем любая выдуманная история. День, когда Тэхёна и Чингука видели гуляющими вместе по пляжу в Пусане, стал еще одним моментом, когда информация начала складываться в единую картину, особенно учитывая, что в собственном посте Тэхёна в Instagram было несколько фотографий, сделанных на пляже. На первой фотографии была тень человека в рыбацкой шляпе. Хотя его лица не было видно, многие заметили, что Чингук часто носит такую же шляпу, что привело к предположениям, что тень – это он.
Кроме того, на распространяющемся коллаже на песке были отчетливо видны два разных типа следов. Это говорило о том, что Тэхён был не один, что имело смысл, поскольку кто-то, несомненно, делал снимок. Но самое поразительное, что рисунок следов совпадал с рисунком обуви, которую Чингук носил в тот день. А ракурс одной из фотографий, сделанных Тэхёном, указывал на то, что он намеренно показывал кого-то рядом с собой. Вскоре после этого в сети появилось видео, на котором Тэхён и Чингук гуляют вместе по пляжу, а их персонал держится на расстоянии, словно желая обеспечить ему уединение. Это подтвердило, что Тэхён и Чингук действительно гуляли вместе на пляже в Пусане, в интимный и естественный момент, словно на романтическом свидании, которое невозможно было подделать, моменте, который многие предпочли проигнорировать. Хотя, будем честны, если бы это была девушка, а не парень, эффект от новости был бы совсем другим, но многие не были готовы к такому разговору. Забавно, как некоторые люди создают сценарии, будто их любимцы встречаются с Тэхёном или Чингуком, в то время как сам Тэкук делал вещи, гораздо больше похожие на отношения пары, поэтому все эти выдуманные фантазии кажутся такими пустыми. Тот факт, что Тэхён однажды начал прямой эфир с Чингуком, просто слушая музыку и изредка поглядывая друг на друга, а затем возникли предположения, что это произошло из-за необходимости пристегнуться ремнями безопасности, не меняет того факта, что их целью после этого был совместный ужин только вдвоем, после работы с другими участниками группы. Их решение провести время наедине, даже если они могли бы поужинать вместе, показывает, насколько сильна их связь. Многие, вероятно, мечтают о таком моменте для своих любимых пар, но все, что им остается, это довольствоваться злонамеренными теориями и неверными интерпретациями, так и не увидев своих любимцев вместе, строящих планы, делающих что-либо вместе. Это совсем не то же самое, что и тот факт, что Тэхёну пришлось уточнять, что его частная поездка с Чингуком не была связана со съемками, как многие предполагали. Это была частная поездка, где им даже рекомендовали надеть парные наряды. Они были так последовательны в своих действиях, в то время как люди, следившие за слухами, были непоследовательны в своих убеждениях. Они забыли, что Тэкук уже делали подобные вещи, и даже больше, носили одинаковые кольца, настолько заметные, что их невозможно было игнорировать, или Тэхён говорил, что Чингук настолько красив, что готов за них умереть. Я этого еще долго не забуду. Гордость, которую я испытываю, зная, что нам не нужно ничего выдумывать, чего они еще не показали сами, это то, что нельзя игнорировать. Потому что одно можно сказать наверняка: Тэкук будут продолжать показывать свою правду по-своему, без давления, без притворства, просто будучи самими собой, демонстрируя любовь, не похожую ни на что другое. Потому что то, что делает Тэкук особенными, это не то, что другие пытаются выдумать, а то, что они сами показали о своей подлинной, настоящей любви. Потому что настоящая любовь не нуждается в подтверждении, ей просто нужно пространство для существования. И у Тэкук со всем, что они показали, более чем достаточно доказательств того, что некоторые вещи не нуждаются в объяснении, а просто в ощущении.